Итак, сегодня в выпуске. Тут у кого-то, по всей видимости, было место для развлечений. Встречают военных. Это фотографии Второй мировой. Я наконец-то нашел резные набилки. Организация питания в полевых условиях. Нашли, куда использовать запчасти от ткацкого стана. Перила сделали. Вот так вот. Привет, друзья! С вами Владимир, канал Железный Клад. Сегодня мы вновь добрались до очередной деревеньки. Деревня это Старообрядцев, но не это примечательно. Примечательно это запись Вятской епархии, которую я нашел под эту деревню 1911 года. Из жизни старообрядцев-даниловцев 17 сентября 1910 года состоялось здесь собрание. Я расскажу вам вкратце, а сам документ будет в конце видео. С ним вы сможете ознакомиться, нажав на паузу. Так вот, о чем я. В общем, состоялось собрание, на повестке которого было вынесено несколько предложений. Первое – не отдавать детей в никонианскую школу. Второе – очень интересное – не пить проклятого чаю. А кто не сможет воздержаться, то пить немного вина, потому что вино в Писании разрешено, а чай не упоминается. Самовар в доме на стол не ставить, а держать его на табуретке или на полу, потому что самовар – это утроба адова, а стол – длань Господня. Четвертое. Запрещается употреблять сахар, а можно только мед. В общем, дальше идет описание того, как в начале века шло противостояние двух верований, старообрядческой и новой христианской, как запугивали людей, как привлекали детей в новые школы. Вот такая вот небольшая история, посвященная этой деревне. Я ее как только узнал, мне сразу же захотелось сюда доехать, посмотреть, что здесь вообще происходило, как люди жили, действительно ли настолько они были набожные. Ну что, пойдемте посмотрим. Также там еще есть история, как с Сибири приехал мужик, старообрядец, который похвалялся, что изучил там какие-то секретные знания дьявольские и запугивал в этой деревне людей. Издалека вот увидел еще одна баня по-черному, походу. Трубы нету, вот деревянный только выход стоит. Сейчас посмотрим. Да, по-черному. Все копченое. Даже потолок. Интересно, что в самой баньке. Печечка тут вот была. Все черненькое такое. Но здесь повыше. Наверное, целых 1,5 метра. Даже зайти удалось. Были продухи сделаны. Как они правильно называются, не знаю. Оконца. Без стекол они. Вот такие вот. Так, ладно. Тут что-то ковыряли. В печках в таких железо часто попадается, поэтому с металлоискателем сюда любят захаживать. Разбирают. А так вот галышки такие вот лежат. Камушки хорошие. Они уже прожженные, да, железо вон есть. Вон лемех валяется. А, это не лемех. Какая-то железяка. Так, ладно. Пойдемте с вами в дом. Сходим. Ой, застрял. Домик такой весьма покосившийся. Наверное, уже и нету ничего в нем. Но мы все равно зайдем, посмотрим. Барабан от колодца лежит с тросами. Да, в самом доме уже почти ничего не осталось. Так, тут у нас тоже все проломлено уже. Куча ведер набросана везде вокруг дома. Стенки выбирали. О, чайник советский. Прикольно. Эмалированный.
Стульчики советские переделанные, перетянутые. Рамка от зеркала лежит. О, маленькая комнатка. Печка так вот все уже покосилась вся. Видимо, бабки проломились. Календарь какой-то или не календарь. Так, картинка. Тут вот красный угол был. Да, тут уже в доме ничего не осталось. Пойдемте в следующий сразу сходим. Тут их так-то много. Знаю, штук 6. Домов должно еще остаться. Что-нибудь все равно интересное попадется. Домики, конечно, здесь непритязательные, такие простенькие. Я бы не сказал, что очень большие. Такая стандартная комплектация. Какая-то штука долбленная. Ага, бочечка была. Паз прорезан. А тут что? Тут, по всей видимости, хлев был. Совочек под зерно. Еще вот какая-то утварь осталась. Бочечка разломанная. Лапоть. Какой интересный. Почти еще даже хороший. Не тертый почти. Так, что у нас в самом доме? Корзинки. Журналы. Какая-то тоже штука долбленная. Что это такое может быть? Какая-то интересная запчасть. Газеты. Ну, роман газета, наверное. Кто постарше читали такие. 65-го года. Работница 71-го. Возможно, у кого-то даже еще и хранятся дома такие. О, вон там вон вижу. Много всего интересного. Всякие приспособления. Сейчас залезем. Ой, не упасти бы. Опять голышки такие. Вот. Лукошечка. Интересная. Корзинки всякие. Много вот тут вот бересты очень. Видно, ее здесь заготавливали. Ой, не достать, наверное. Нет, не достать. Рассохлась она. Прямо целый моток. Ух ты, что-то сразу не заметил. Здесь, походу, ледник был. Сделано углубление в земле. Там вот еще кадочка интересная. Так, ладно, вылазим. Зайдем в сам дом. Сундук вятский с росписью. Что тут еще интересного есть? Мячики советские. Какая-то тарелочка лежит. Непонятно. Клейма не разобрать.
ухват для печки. Да, печечка тоже все уже тут сдалась окончательно. Тут вот гардероб был. Самодельные такие крючочки сделаны из проволоки стальной. Еще один сундучок. Да, самодельный. Интересно. Так, а это что? Открытка. Добро пожаловать. С Новым годом. 2003 год. Еще какие-то надписи. Все расписано. Кто-то, видимо, заметочки делал. Еще открыточки с 8 марта. Так. Какой тут год-то? Понятно, непонятно? Нет, непонятно. СССР. Газетенки подшитые. Стаканчик какой. Что это за газета-то? Вера. 2001 год. Мир стал иным. Да, мир стал иным. Видно, что здесь много очень подшитой литературы. Еще одна. Новое время. 65-й год. Тут вот красный угол был. Все шифонеры, все свалено. Печка уже кирпичная, видно. Не глинобитная, обычная самая. Да, тоже здесь уже все. Многое уже ушло в небытие. О, тут у нас сеновал был. Но видно, что столько всего навалено. Тоже еще куча всякой литературы. Прямо лом. Посуда, стаканы советские. Ломаные. Коляска детская. У кого такая была? Может быть, кого-то на такой еще катали. Может, и меня на такой катали. Так. Там что-то я не показал, но очень много шкур было. Здесь вот тоже еще одна висит. Видимо, заготовляли. Если я не ошибаюсь, то подложка, чтобы шерсть выбивать. Какая-то там была интересная технология. Прочитать я еще про это не успел, к сожалению. О, да. Полжизни здесь. Сундуки. Железом обитые. Красивые. А еще одни запчасти от ткацкого стана. Бердо. Это у нас получается нитни. Вот это вот какая-то интересная, какое-то приспособление. Не знаю, от чего это. Интересно. Тоже, возможно, где-нибудь от ткацкого стана или еще что-то. Навой здоровенный. Еще в хорошем состоянии.
Даже с берестой еще по бокам. Из цельного куска резали. Всякие корзинки. Много всего. Сундучок вот такой вот красивый, небольшой. Даже еще ручечка медная. Такая интересная. Глубинные там вот изделия лежат. Тоже, видимо, что-то делали, какие-то приспособления. Так. На крыше надо быть поосторожнее. Это как интересно сделано. Чесало с такими вот ножичками. Много запчастей. Да. О, нашел интересные набилки резные. Наконец-то нашел резные набилки. Не знаю, наверное, плохо будет видно или нормально ли. С резьбой, с такой вот красотень. Тут еще одна. Тоже на всех есть резьба. На всех разная. Здесь вот солнышки резаные. Класс. Ну-ка, на этих что-нибудь есть? Нет, это пустая. А здесь просто такая декоративная звездочка вырезана. Небольшая. Но вот это уже конкретно старинные. Особенно вот эта вот такая мне нравится вообще. Очень красивая. Так. Сейчас посмотрим. Веники тут висят. Много всякого. Очередные шкуры свернутые. Видимо, сохнут. О, старинный табурет. О, часть от ткацкого стана. Интересная деревенька-то вообще. Много всего. Что-то тоже какое-то приспособление разломанное. На что это может быть похоже? Даже не знаю, от чего это. Чайничек заварочный. Интересно, видно, не видно будет. Чай это он. Как его правильно смотреть? Так вот, наверное. Вот так, да. Да, много запчастей. Вторая часть от ткацкого стана лежит. О. Это, если не ошибаюсь, забыл, как называется. В общем, сюда вешался тюрик, и на него уже сматывалась нитка, изготовленная, обычно уже отбеленная. Так, больно хлипок потолок, аккуратненько надо. Вроде как-то пожестче. Там вот еще какая-то запчасть лежит. Не могу понять, что это. Все понял. Это вот как раз от чесала. Такое вот приспособление. Донце сделано специально, видимо, чтобы можно было на нем сидеть, чтобы чесало никуда не убегало. И вычесывали лен. Конопли у нас не выращивали. Растили только лен.
Поэтому еще какая-то запчасть. Тоже, видимо, от ткацкого стана. За все, конечно же, глаз у меня не ухватится. Если что-то вдруг увидите на видео, что я пропустил, пишите в комментариях обязательно. Потому что, ну, как тут за все ухватиться? Не получится, к сожалению. Колодки вот тоже лежат. По всей видимости, подваленки. Я уже вышел из дома, вернулся обратно, в окно увидел. Тут, оказывается, весь потолок расписан. Офигеть! Такой вот росписью. Цветы нарисованы, подснежники. Там вот маг с бабочками. Туда уже, наверное, не залезть. Даже чтобы показать-то. Так вот интересно. И тут вот полочка тоже расписанная вся. Бочина тут. Офигеть. Красотень. Очень интересно. Ладно, пойду в следующий дом. Еще один домик. Тут уже все провалилось. О, вход в дом есть еще. Ух ты. О, вот эта кадочка. Бочечка, я бы сказал. Наверное, даже лучше. Короб глубиной. Даже с замком старинный. Вот так вот. Не хочет открываться ни в какую. Такой вот коробок. Какая-то запчасть. Что это такое? А, это, наверное, валенки уплотнять на подошве. Специальная набойка. Наверное, выставляли ее туда и пробивали валенок. Очень похоже. Еще какая-то кочерга необычная. Длиннющая. Туда он далеко-далеко уходит. С ручкой, с деревянной. Да, тут, видимо, кирпич разбирали, печку. Да, так и есть. Печечку разобрали, кирпич вот сколько-то подготовили, видимо. К тому, чтобы ее забрать, все это вывести. Дошел еще до одного дома. Очень интересный, сейчас покажу. Ну вот, под окнами видно, что обшивали берестой. Специально, чтобы вода не затекала, нижнее бревно не гнило. Нашли, куда использовать запчасти от ткацкого стана. Перила сделали. Вот так вот. Такие вот. Все, в доме пригодится. Ничего выбрасывать не будем. О, на доме замок. Может быть, используют его под дачу. Но как бы зачем? А, вон там вон вход есть. Все, пойдемте там войдем. Замок может просто еще незачем было сбивать. Потому что вход вот тут вот сбоку. Видно, что тут уже все. Дверь выломили.
Посмотрим, что тут осталось. Так, в хлев зайти. Видно, что вход очень такой. Хлев низенький сделан. В хлеву вот обычно, да, хранили разную тару, ведра, катки, шайки под воду. Все это старое, старинное. Сама деревня, по-моему, тоже где-то в середине 19 века здесь образовалась. В принципе, не так давно. Не 1600-е, там какие-нибудь 700-е годы. Уже там записано 1859, по-моему, год. Но не факт, что именно в это время была она образована. Поскольку здесь могли находиться и другие селения, которые не были как-либо зафиксированы. Валенки лежат. Да, части от ткацкого стана. Это навой был. Гимнастерка советская. Пластиковыми пуговицами. Кто вот понимает, может скажет, в каком году были пластиковые пуговицы сделаны. Я в этом не больно разбираюсь. Какие-то изделия, тоже макулатура. Много всякой литературы. Вожатый 77-го года. Огонек. Советский. 91-й год. Это что такое? Тоже огонек 91-го года. Так, в доме, по-моему, ничего у нас особого нету. Все, уже тут тоже переехали отсюда все. Так. Печка вот уже тоже, да, разрушена. На стенах обои были. Домик тоже небольшой такой. Сделан. Может быть, пара человек жило всего. Или трое, может быть. Один ребеночек был, где-нибудь на палатях спал. Чайничек советский. Какой-то стакан тоже интересный. Тоже, наверное, советский. Какая-то книга. На вечные времена. Что это такое? 1985 год. Что это такое за литература интересная? Мирослав Флориан. Кто это такой? Ух ты. Старому славянскому обычаю хлеб да соль встречают военных. Это фотографии Второй мировой, я так понял. Очень много фотографий. Еще один домик. Издалека он покрашенный такой, весь хороший. Думал, он еще не заброшен. А нет, все, дверей уже тоже нету тут. Водка стоит. По всей видимости, охотники здесь бывают. Посмотрим.
Да, видно, что может быть еще даже хозяева у него есть. Ну, тут ничего пока интересного. Так, рюкзак снять. Сам дом большой. Нет, не очень. Печки почему-то нету. Не вижу. Плакаты. Ну, какое-то все самодельное такое. Вход в зал голосования. По всей видимости, здесь был клуб или председатель совета здесь заседал. Плакаты. 2008 год. Это у нас, да, 2008 год. Вот уже 15 лет прошло. Организация питания в полевых условиях. Интересная такая. Классификация витаминов и условия их сохранения. Плакатики. А я думаю, почему здесь печки нет? Раковина есть. Тут вот комнатка какая-то была, но уже пустая. Тут тоже что-то было. Какая-то матрас какой-то валяется. Плафончик от светильника. Куча батареек. Ну, все уже современное. А вот и свежее, календарик 12 года. А это какой? 13 год, получается. 10 лет тому назад. Очень интересно. Ну, это ведь как бы типа дом должен был бы быть. Где-то и печка все равно должна находиться. Что-то тут капитально так все. Тут много что интересного может быть. Медвежонок, конструктор. Пустой. Вещи какие-то. Плакаты на стене. Из пазлов. Плакатики из пазлов. Прикольно. Да, видно, что уже современный. Еще одни плакаты. Демократическая Республика Афганистан. Нет, где-то застряла, к сожалению. Наби Акрамов. Ну, как бы построено так, как будто это дом. Это интересно все. Какая-то тоже литература. Переводные татуировки. Прикольно. Брюс Ли. Еще такие же. Это газетенки. Или в них тоже переводки? Что ли? Нет.
Какая-то документация, ребята. Управление государственного страхования. Какая-то справки. Государственное страхование. Документация. Ни годов, ничего нету. Ничего я тут не вижу. Грамоты чьи-то. Да? Да, почетная грамота. — 1988 год. Мошонкину Сергею Андреевичу, военному руководителю средней школы номер 18. О, да. Тут у кого-то, по всей видимости, было место для развлечений. Все завешено газетками с нехорошими картинками. Все равно где-то что-то должно быть. Тут вода течет. Прямо ручейком. Вот так вот. В доме нет хозяина. Дом не окопали. И сразу же водичка потекла в подполье. О, репродукции старые вижу. Весна начинается. Тут еще есть. Снова литература различная. Еще одна репродукция. Так вот, наверное, озеро какое-то. И береза на краю стоит. «13 июня 2004 года». Все это свежее. Так, а тут что? Что-то непонятное. Тут банька была. Или сауна. Интересно так сделано. Тут вот, по всей видимости, печка стояла. Ладно, получается все.